Сегодня вы узнаете о самых редких, необычных и удивительных тракторах в истории. Мы поговорим о гигантах сельского хозяйства, паровых динозаврах, электрических пионерах и даже тракторах-гонщиках, которые поражают своей историей и возможностями. Это будет не просто рассказ, это путешествие в мир инженерных чудес, где каждый трактор — настоящая легенда. Готовы открыть для себя неизведанное? Тогда пристегнитесь, мы начинаем. Самый большой в мире трактор. При слове «трактор» у большинства из нас в голове возникает образ чего-то стандартного, обычного рабочего железного коня. На самом деле тракторы бывают совершенно разными, и среди них есть такие, которые вы даже представить себе не могли. Сегодня я расскажу вам о самых редких и удивительных тракторах в мире, начиная с настоящего гиганта, самого большого в мире трактора Big Bad. Его размер действительно впечатляет. Длина 27 футов, высота 14 футов, а весит он около 100 тысяч фунтов. Но это еще не все. Под его капотом скрывается дизельный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил. Этот трактор специально разработали для тяжелейших работ на полях, где обычная техника просто не справлялась. К сожалению, его эпоха была недолгой. Когда фермеры стали использовать более маневренные машины, Big Bad оказался невостребованным. Сегодня этот исполин не просто забыт, он стал легендой. Его восстановили, и теперь он занимает почетное место в музее Хартленд в Кларионе, Айова. Это настоящий памятник инженерной мысли и сельскому хозяйству прошлого века. Первый электрический трактор. А теперь о чем-то совершенно необычном. Первом электрическом тракторе GE Electrac, выпущенном 50 лет назад. Эта модель появилась намного раньше, чем электрические технологии стали массовыми. Однако, несмотря на его передовые технологии, фермеры тех лет не были готовы к переходу на электричество. Продажи шли слабо, и производство вскоре свернули. Сегодня Electrac считается не только редкостью, но и предвестником электрической революции в сельском хозяйстве. Несколько таких тракторов хранятся в частных коллекциях в США, и их стоимость постоянно растет. Трактор, который участвовал в гонках. Вы когда-нибудь слышали о тракторе Unimog? Этот немецкий красавец, разработанный компанией Mercedes-Benz сразу после Второй мировой войны, навсегда изменил наше представление о тракторах и грузовиках. Он не просто автомобиль или сельскохозяйственная техника, это настоящий швейцарский нож в мире машин. Unimog сочетает в себе лучшие черты трактора и грузовика. Представьте себе машину, которая может вспахать поле, перевозить несколько тонн груза, тащить лесоматериалы из чащи, справляться с любым бездорожьем, а при необходимости стать полноценным внедорожником. Более того, он отлично справляется с задачами коммунальной техники. Уборка улиц, прокладка дорог или расчистка завалов. Настоящий универсал. За десятилетия Unimog завоевал популярность во всем мире. Эту машину используют армии, спасательные службы и даже геологи в самых отдаленных уголках планеты. Его можно встретить в пустынях, на ледниках и в тропических лесах. Например, специальная версия Unimog успешно участвует в сложнейших ралли, таких как Дакар. Однако Unimog — это не только рабочая лошадка. Многие коллекционеры ценят старые модели этой универсальной машины. Один из таких уникальных экземпляров, выпущенный в 50-х годах, хранится в музее техники в Зинсхайме, Германия. И знаете, что самое удивительное? Он до сих пор на ходу и регулярно участвует в выставках. Unimog отличается высокой проходимостью, что делает его превосходным решением для работы в труднодоступных местах. Например, обычный трактор может застрять в глубоком снегу или грязи, тогда как Unimog с легкостью пройдет благодаря своим внедорожным качествам и высокому дорожному просвету. Трактор с паровым двигателем. Давайте перенесемся во времена, когда все начиналось. Паровые тракторы — прародители современной сельскохозяйственной техники. Один из самых известных — модель от John Deere, созданная еще в конце 19 века. Эти машины приводились в движение паровым котлом и выглядели скорее как локомотивы, чем тракторы. Интересный факт: чтобы управлять таким трактором, нужно было настоящая смелость. Огромные шестерни, горячий пар и грохот на всю округу. Но несмотря на сложность, эти машины помогли автоматизировать фермерский труд. Сегодня такие тракторы — большая редкость. Один из сохранившихся экземпляров можно увидеть в музее сельского хозяйства в Де-Мойне, Айова. Чудо-трактор. А теперь перенесемся в СССР. Кировец К-700 — это не просто трактор, а символ советской мощи. Созданный в 1962 году, он стал незаменимым помощником на бескрайних полях СССР. Трактор складывался пополам, чтобы поворачивать. Такая маневренность была настоящей находкой для своего времени. К-700 активно использовался не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и даже на военных полигонах. Сегодня эти машины редко встретишь в работе. Большинство из них отправились на свалки, но коллекционеры не дают им исчезнуть. Отреставрированные образцы можно найти в частных собраниях по всему миру, особенно в странах бывшего СССР.
Настоящий раритет. Теперь поговорим о настоящем раритете – Ford NA Golden Jubilee. Этот трактор появился в 1953 году и стал символом 50-летнего юбилея компании Ford. Его уникальный дизайн и золотая эмблема сразу выделяли его среди других моделей. Golden Jubilee не только красив, но и невероятно ценен. В наше время его стоимость на аукционах доходит до сотен тысяч долларов. Один из самых ухоженных экземпляров находится в частной коллекции в Калифорнии. Этот трактор не просто рабочая машина, а настоящее произведение искусства. Трактор, который работал на сырой нефти. Теперь перенесемся в Германию, где в 1921 году был создан Lanz Bulldog. Трактор, ставший иконой немецкого сельского хозяйства. Этот трактор был невероятно простым, надежным и мощным. Его двигатель, работающий на сырой нефти, издавал характерный громкий звук, за что трактор и получил прозвище «Бульдог». Благодаря своей простоте и долговечности Lanz Bulldog завоевал популярность не только в Европе, но и за ее пределами. Интересно, что многие такие трактора до сих пор работают. Сегодня Lanz Bulldog стал желанным экспонатом для коллекционеров, а в Музее сельского хозяйства в Мангейме, Германия, можно увидеть несколько идеально восстановленных экземпляров. Трактор Porsche. Да-да, Porsche тоже выпускал тракторы. В 50-х годах компания представила серию Porsche Diesel, предназначенную для фермеров. Эти машины сочетали в себе качество, надежность и даже немного автомобильного стиля. Особенно популярной была модель Porsche Diesel Super, которая отличалась высокой производительностью и уникальным дизайном. Сегодня эти трактора – настоящие коллекционные жемчужины. Один из самых ухоженных экземпляров можно увидеть в музее Porsche в Штутгарте, Германия. Там же вы узнаете, как компания соединила спорт и сельское хозяйство в одном продукте. Редкий экземпляр. А теперь перенесемся в Беларусь, где появился редкий и крайне интересный трактор МТЗ-5. Этот трактор был одним из первых успешных экспортных образцов Минского тракторного завода. МТЗ отличался своей универсальностью и простотой в обслуживании, что сделало его популярным как внутри СССР, так и за его пределами. Несмотря на свою надежность, сегодня МТЗ стал большой редкостью. Многие такие модели давно сняты с эксплуатации, тем не менее некоторые экземпляры тщательно восстанавливают и выставляют в музеях или частных коллекциях. В Беларуси его считают одним из символов тракторостроения и гордостью инженерной мысли тех лет. Легенда. Среди тракторов, которые стали настоящей легендой в сельском хозяйстве, нельзя не упомянуть John Deere GP White Thread. Этот трактор сразу завоевал популярность благодаря своей широкой колесной базе. Такая конструкция обеспечивала отличную устойчивость на сложных рельефах. John Deere GP White Thread использовался для самых разных задач, от вспашки до транспортировки грузов. Сегодня этот трактор считается коллекционной редкостью. Один из самых хорошо сохранившихся экземпляров выставлен в музее John Deere в Малине, Иллинойс. Он является ярким примером того, как инновации начала прошлого века продолжают впечатлять и сегодня. Стальной дракон. Caterpillar 60. Это не просто трактор, а настоящая легенда дорожного строительства. Этот трактор стал первым массово производимым гусеничным трактором. Его мощь и надежность позволяли использовать его как для фермерских нужд, так и в строительстве дорог, работы на сложных ландшафтах и других тяжелых задачах. Особенность Caterpillar 60 – его выносливость. Многие такие машины работали десятилетиями без серьезных поломок. Благодаря своим возможностям он быстро завоевал популярность по всему миру. Сегодня сохранившиеся экземпляры можно найти в музеях техники, таких как музей Caterpillar в городе Пиория, штат Иллинойс. Ирландский экземпляр. Этот компактный, но мощный трактор родом из Ирландии стал одной из самых необычных моделей своего времени. Carraro Tigritrac появился в 70-х годах и сразу же привлек внимание фермеров своим уникальным дизайном и маневренностью. Он был идеально подходящим для работы на ограниченных участках, таких как виноградники или садовые фермы. Сегодня Carraro Tigritrac – редкость, и каждый его сохранившийся экземпляр считается настоящей находкой для коллекционеров. Многие из них хранятся в частных коллекциях в Европе и США, где владельцы гордятся своей уникальной техникой. Прорыв инженеров Case IH Magnum стал настоящим прорывом для своего времени. Эта линейка тракторов сразу завоевала множество наград за инновации и производительность. Они отличались мощными двигателями, передовыми гидравлическими системами и высокой надежностью. Сегодня модели Magnum первых лет выпуска считаются коллекционными. Одни из лучших образцов можно увидеть в музее Case IH в Рейсине, штат Висконсин. Этот трактор стал символом надежности и качества. Итальянский трактор.
Fiat 702 стал первым трактором, выпущенным компанией Fiat 100 лет назад. Его создание стало началом длинной истории компании в сельскохозяйственном машиностроении. Fiat был очень простым, но функциональным трактором, который помогал фермерам Европы восстанавливаться после Первой мировой войны. На данный момент трактор Fiat – редкий экспонат. Несколько экземпляров хранятся в музеях Италии, таких как Museo Storico Fiat в Турине. Эти машины напоминают о зарождении механизированного сельского хозяйства. Неповторимый и уникальный. Steyr Plus 50 – это пример австрийской инженерии на высшем уровне. Этот трактор сочетал в себе компактные размеры и мощность, что делало его идеальным для горных районов. Его уникальная конструкция позволяла работать на крутых склонах, где другие машины просто сдавались. Сегодня Steyr Plus 50 считается редкостью, особенно в оригинальном состоянии. Некоторые из них можно найти в частных коллекциях или на выставках ретро-техники в Австрии. Лесной гигант Timberjack 608 — это не просто трактор, а настоящий монстр лесозаготовки. Созданный для работы в самых сложных условиях, этот лесной гигант отличался высокой проходимостью и мощным гидравлическим оборудованием. Timberjack использовался для вырубки и транспортировки древесины в самых отдаленных уголках мира. Его конструкция позволяла не только справляться с тяжелыми грузами, но и передвигаться по болотам, крутым склонам и густым лесам. Сегодня Timberjack 608 стал редкостью, но коллекционеры и лесозаготовительные компании по-прежнему восхищаются этим чудом техники. Несколько восстановленных экземпляров можно увидеть на специализированных выставках в Канаде и США. Раритетный и невероятный Massey Harris GP. Это трактор, который оставил яркий след в истории сельского хозяйства. Он стал одной из первых моделей с широким использованием инновационных технологий, включая улучшенную трансмиссию и мощный двигатель. Massey Harris GP был настоящим прорывом своего времени. Несмотря на свой успех, таких тракторов сохранилось совсем немного. Сегодня они являются объектом охоты для коллекционеров. Некоторые из них можно увидеть в Канадском музее аграрной техники в Саскачеване, где Massey Harris GP занимает центральное место среди других исторических моделей. Будущее тракторов. Тракторам, конечно, принадлежит огромная роль в развитии сельского хозяйства. Они вспахивали землю, сеяли, убирали урожай. Мы видели их везде, от огромных полей до небольших участков. Были разные модели. Громоздкие дизельные гиганты, небольшие электрические варианты, которые недавно начали набирать популярность. Каждый из них — это маленькая история, часть эволюции технологий. Но у тракторов есть одна большая проблема. Они слишком массивные и, увы, далеко не всегда эффективны. Чтобы работать, им нужны дороги и широкие пространства. А что если я скажу вам, что в будущем поля может обрабатывать техника, которой вообще не нужна дорога? Квадрокоптеры уже активно используются в сельском хозяйстве для мониторинга полей, опыления и даже полива. Но представьте, если в будущем они смогут полностью заменить тракторы. Эти небольшие и маневренные устройства смогут работать без остановок. Они не застрянут в грязи, не будут уничтожать почву своим весом и смогут охватывать огромные площади намного быстрее. Беспилотники могут работать автоматически без участия человека. Искусственный интеллект сможет анализировать состояние почвы, определять, где нужно больше воды, где меньше удобрений. И все это в режиме реального времени. А благодаря отсутствию прямого контакта с землей, поля будут меньше разрушаться, сохраняя плодородие на долгие годы. Технологии меняют мир, и хотя это иногда вызывает ностальгию, важно помнить, что любое новшество — это шаг вперед. Кто знает, может быть, через несколько лет мы будем с той же теплотой вспоминать первые модели квадрокоптеров. А пока давайте наслаждаться прогрессом и помнить о том, что каждая эпоха оставляет свой след. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о будущем сельского хозяйства. До встречи!